Друзья, сегодня начинаю торги за Nissan Leaf 2011-2012 года за E0. Покупка будет не совсем обычная. Почему? Потому что мы будем покупать Nissan Leaf с убитой батареей. Для чего этот автомобиль нам нужен будет, я скажу вам чуть позже. Сейчас я перемещусь к компьютеру, приеду домой. Для начала посмотрим статистику, но потом будем отбирать автомобили, на которые будем ставить ставки. Господа, открыл я статистику. Это 11-12 год, Nissan Leaf ZE0. Давайте бегло пробежимся по ценам, посмотрим, за какую же стоимость продавались эти автомобили за последнюю неделю. Значит, критерии у нас, скажу сразу, следующие. Во-первых, мы рассматриваем только три цвета. Это голубой, вишневый и серебристый. И только G-комплектацию. Так, ну поехали, смотрите. Комплектация сейчас все, пока посмотрю просто примерный порядок цен. Смотри, 155 тысяч йен продан автомобиль 4-бальный. 155 тысяч продан R-ка. 83 тысячи пробег. 156 3,5 балла, но 170 почти что тысяч пробег, да. 312 тысяч йен продан 4-бальный. 2012 года, но пробег всего лишь 6 тысяч километров. Поэтому так дорого продан. Так, ну что, еще 168, 199 тысяч йен, 3,5 балла, 225 тысяч йен, 4-бальный. Это, кстати, недешево. 201 тысяча йен R-ка, продано 73 тысячи пробег. Так, ну давайте еще одну страницу откроем, посмотрим. Дальше идем. 129 тысяч йен, это прям вообще недорого. 3,5 балла, оценка 169 тысяч йен, 247 тысяч йен, 3,5 балла, оценка 174 тысячи, 3 балла, оценка 73 тысячи пробег. Ну, в принципе, порядок цен ясен. Примерно, если мы 170-180 тысяч йен поставим, в принципе, должны купить и уложиться в заявленный бюджет. Бюджет у нас до 400 тысяч рублей нам нужно приобрести. Leaf, как я уже сказал, батарея не важна. Пробег, в принципе, устраивает и 100, и 150 тысяч километров. Но комплектация G-шка и вот 3 цвета. В общем, сейчас я отберу несколько вариантов автомобилей на завтра, какие мы будем торговаться, и буду ставить ставки. Как что-то возьмем, я покажу. Друзья, прошло буквально 2 дня, и мы сразу же взяли автомобиль. На самом деле, я думал, что это будет происходить дольше. Почему? Потому что опять пришло письмо о повышении фрахта. В прошлом выпуске я рассказывал, насколько повысился фрахт. И сейчас второй раз пришло письмо, и снова повышение фрахта. Сейчас средняя цена фрахта около $1200 с Японии до Владивостока. Вот, поэтому мы в связи с этим начали уже рассматривать не только G-комплектацию, но и X-комплектацию, потому что я думал, что нам не хватит заявленного бюджета. Но все-таки взяли G-комплектацию и взяли довольно быстро, за 2 дня, это прям очень быстро. Очень редко покупаются так быстро автомобили. Сейчас покажу вам. Смотрите, я вот уже открыл фотографии. Вот такой вот вариант. Взяли G-комплектация в голубом цвете, как раз который и хотел человек. Ну, соответственно, здесь все есть, и круиз, и солнечная батарея, да, в спойлере. По батарее, так как нам не важна была батарея, здесь 8 делений батареи. И по аукционному листу, смотрите, кстати говоря, аукционный лист очень интересно. Смотрите, 4 балла оценка, но левая сторона ремонт подкрас был, но 4 балла оценка. Это NA Fukuoka аукцион, и они вот таким образом могут выставлять оценки. То есть они ставят не по повреждениям смотрят, а за общий вид и общее состояние автомобиля. Поставили 4 балла. То есть несмотря на то, что он был с подкрасами, общее состояние, видимо, у него очень хорошее и по салону, и по кузову. Так что вот такой вот автомобильчик взяли. Будем оплачивать инвойс и доставлять в Владивосток, растамаживать. Друзья, ну а теперь для чего нам этот автомобиль с такой батареей? Понятное дело, что 7-8 делений это, конечно, очень плохо для лифа. Ну, опять, кому как, потому что кто-то ездит и 10-15 км в день, да? Вот, кто-то проезжает 100 км в день. Километров 50-60, я думаю, что этот лиф проезжать будет. Но все же, человек, который заказал, планирует, как вы уже, наверное, все догадались, сделать перепаковку батареи. И на самом деле перепаковка батареи на сегодняшний день это очень актуальный такой вопрос. Я даже уже в будущем себе задумываюсь об этом купить. Ну только не за E0, а за E0. Такой лиф и заняться перепаковкой.
Почему? Потому что, смотрите, ну, грубо говоря, 400 тысяч лифт, да, выходит, там 400, может, с копейками. Сейчас за 550 в среднем можно купить 30-киловаттную батарею с кадловскими модулями. И получается, грубо говоря, у вас за 900-950 тысяч вы получаете лифт с новой батареей, с новыми модулями кадловскими. Полностью, можно сказать, новая батарея. Причем я, конечно, в своем пользовании кадловский модуль не имел, но по отзывам кадловские модули намного меньше деградируют, чем родная ниссановская батарея. Поэтому, в принципе, это очень хорошая перепаковочка. Ну а сейчас на рынке, если вы будете покупать 30-киловаттный лифт, он обходится примерно миллион, даже миллион, бывает 100, в зависимости от пробега, от комплектации. Здесь получается около 900-950 тысяч. Но это за E0. А за E0 можно приобрести, опять же, с убитой батареей 1000 за 500 в X комплектации. И сделать такую же перепаковку кадловскими модулями, ну, у вас получится, пусть миллион 50, но это, опять же, будет у вас новая батарея. Когда вы покупаете с аукциона 30-киловаттный лифт, все равно там сок будет либо 90, даже если 12-палочный, там 90%, может быть 88%, но 100% вы никогда не купите 30-киловаттный, если там только там 3000 пробег будет, я не знаю. А здесь вы получаете, по сути, новую батарею, и я думаю, что она будет служить вам верой и правдой, если все грамотно, правильно сделать. Поэтому на сегодняшний день, на самом деле, это очень актуально. Ну, посмотрим, когда этот лифт придет. Я, может быть, попрошу человека, когда он сделает перепаковку, потом записать, показать отзыв после там года, может быть, владения этими элементами. И посмотрим, как это все выйдет. На этом все, ребят. Всем до встречи, пока.